Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс, события и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Именно о событиях, давайте начнем именно с них, рассмотрим на картах пасьянса, старинный цыганский пасьянс, что он расскажет для рыб и рыбок моих дорогих. Конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. До конца апреля нас могут ожидать, правда, такие переломные, может быть, даже моменты, которые приходят к нам с неожиданной информацией. Или что-то само по себе, как внезапность какая-то. Такое тоже может быть. Просто будем к этому так внутренне готовы. Но что лично для вас? Это ведь в целом я говорю, что для рыб и рыбок до конца апреля. Любовь, мои дорогие, любовь, взаимопонимание, чувство, верность, искренность, лебедь. Все самое прекрасное. Действительно любовь. Сердце. Кто-то может добиваться вашего сердца. Я, конечно, не исключаю, что и вы можете добиваться чьего-либо сердца. Или с учетом лебедя это взаимная любовь, чувство, нежность, ласка, внимание. Смотрите, венок, радость выпадает. Да, прочный союз еще выпадает. У кого-то это будет решаться, может быть, вопросы личной жизни, а может быть, просто наслаждаться общением, вместе где-то проводить время. Для людей семейных здесь тоже могут быть какие-то приятные моменты, которые именно вашей пары, вашей любви касаются. И пусть отношения ваши длятся уже годами даже, да, но тут такие значения, когда, знаете, единение души, и когда мы вспоминаем о том, что мы не просто мамы, папы, там, может быть, даже дедушки, бабушки, да, или муж и жена, а когда мы любим друг друга, когда вот в нашей жизни присутствует любовь, искренность и чувство вот это, да, то, что нематериальное. Но, может быть, и материально это тоже что-то есть. У вас солнце выпадает, да, это больше карта говорит о достижениях. Но это выбор правильного направления. На полгода, как будто как минимум 6-8 месяцев, может быть, вы с чем-то определяетесь именно до конца апреля, мои дорогие. И будете продолжать. У кого-то это может быть как ваше участие именно в трудовом процессе, почему нет? Или когда вы что-то будете определять, ну, может быть, и чем вы будете в принципе заниматься, где вы будете находиться. Вот я такое тоже не исключаю. Но само по себе солнце будет еще и говорить, какая-то путаница отступает из вашей жизни, мои дорогие рыбы и рыбки. Итак, что мы можем еще соединить? В нашем пасьянсе мы соединяем карты, значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Что у вас еще совпадает? Смотрю. Не вижу пока совпадений. Бегло пробегаю. Но, наверное, нам уже сказали много приятного. И завершается тем более солнце. Но это, как, знаете, такой заключительный аккорд, как вершина всего. Да, правда. Уже просматриваю даже на какие-то предупреждения, как, например, обычно там змея я предупреждаю, да, у вас это не совпало. Или, предположим, маска, да, это скрытый враг значение называется, у вас тоже это не совпало. Нет вот такого, чтобы вас о чем-то карты предупреждали. Вот, кстати, мои дорогие, когда вот именно в этом пасьянсе совпадает кольцо и венок, у кого-то свадьба. Ну, или разговоры об этом, может быть, или планировка, да, планирование точнее. Ну, может быть и так. То есть мы все разные. Для кого-то именно личная жизнь до конца апреля играет буквально всеми красками радуги. Ладно, продолжим на картах Таро. И первая карта, которую мы с вами достанем, будет называться «Что нового идет в вашу жизнь до конца апреля?» Важное событие или чем вам запомнится апрель? До конца апреля для рыб и рыбок. Что или кто появится неожиданно? Событие, которое изменит вашу жизнь, а быть может и ваши планы. В чем ваша сила?
В чем или что вам помогает, что вас будет радовать, в чем вы наиболее ресурсны, может быть и так. И достанем карту совет, но все же заглянем в будущее и спросим, к чему приготовиться, может быть, с заходом на май месяц. Итак, что же нового до конца апреля идет в жизнь рыб и рыбок? Тройка пентаклей. Здесь эта карта, конечно, и экзамена, и обучения, и когда прохождение, может быть, как какой-то практики, когда мы свои ресурсы, когда мы можем и изучать, или адаптироваться к новой работе, к новой учебе, к какому-то новому статусу, или желанию получить этот статус, но мы тогда изучаем. Вот почему по этой карте мы не просто так что-то учим, да, из любопытства, а мы потом это переложим и получим больше денег. Вот у кого-то будет взаимосвязь между учебой и финансами. И как новое какое-то, может быть, и новое ремесло, новая работа. Или работа старая, и профессия уже знакомая, но построение карьеры. У кого-то будет необходимо пройти буквально курсы, чтобы идти в рост по карьерной лестнице. Или, может быть, будут какие-то перспективы на карьеру у вас, мои дорогие. По этой карте бывает иногда еще и жизненный экзамен. Такое, знаете, сочетание как будто между прошлым и будущим. И это будет каким-то образом связано именно с ресурсами, с деньгами, может быть, буквально. Или вашими затратами по времени, участием в чем-то, что нового. Вот тут вам придется участвовать в тех своих, предпочтениях в первую очередь. И в то же время где-то лавировать между персонами, которые будут вас склонять к чему-либо, или чтобы вы уделили внимание чему-то или кому-то. Опять же, проучаствовали, выполнили какую-то работу. Но семерка жезлов вам будет говорить, вот как этот герой, он сейчас находится, посмотрите, на вершине арки, а арка расположена и еще и на вершине горы. Есть такое значение именно в этой колоде, это у нас второй иллюминатов, что вы сейчас выше всех. Это правда, у вас сейчас ресурсное время. Но самая главная карта говорит, вот когда этого героя нашего, да, представьте себя на вершине этой арки. Он хоть и занес жезл, так, на всякий случай, может быть, и придется защищаться, парировать. Но, тем не менее, он не вступает в какую-то полемику, в какое-то действие, а его настойчиво пытаются достать. Будьте к этому готовы. Вас будут, может быть, пытаться постоянно дергать или приобщить к какому-то делу, процессу. Вот вам, может быть, это и будет связано даже с семьей. Или с какими-то делами, родственники далекие, там еще что-то такое, да. Но все же у нас первая карта, хочется положить именно вот так. Первая карта у нас была пентаклевая. Есть какие-то ваши задачи. Может быть, ваше личное счастье. А помимо этого еще каких-то там 125 вопросов, которые вам создают как шумовой эффект. Нет, мои дорогие рыбы и рыбки, апрель принадлежит вам. Вот и проведите его так, как вам больше всего нравится, правда? И ресурсное время, и получение денег. Тут у вас что-то складывается очень хорошо. А новизна, она где-то будет зависеть от вас. Это вы сами что-то меняете, изучаете. Или вот есть какой-то интерес, который вы захотите продолжать. Важное событие или чем вам запомнится апрель? Перемены. Для кого-то из вас, может быть, тут перемены, иногда, все же это старший аркан, я редко трактую, но для кого-то это с автомобилем, может быть, связано все-таки. Буквально колесница, да? Но это карта успеха, это карта перемен. Не оглядывайся назад. Вы как будто уже взобрались на вот этот невидимый, неместный мост между прошлым и будущим. И уже вы в эпицентре этих перемен. Вот у вас уже что-то меняется. Может быть, для вас апрель месяц, вот кто смотрит, я ведь делаю этот расклад не с первых дней месяца, кто-то открыл вообще в самом конце. Вот проанализируйте. Ничто не происходит в апреле просто так. Тут причина и следствие. Вас словно сама судьба ведет к каким-то новым победам, новым свершениям. Иногда это карта поездок, перемещений, работа. Может быть, прежняя работа – это как вы сидели, словно за столом, да, или в офисе, а теперь будете больше перемещаться, путешествовать. У кого-то работа с разъездами, с командировками. И я не исключаю, у кого-то обратная ситуация. Раньше много перемещались, а здесь наоборот. Вы будете работать на дому даже.
Это тоже перемены. Может быть, и работа на дому, и есть возможность работать из любой точки мира. У кого-то именно так даже может совпасть. Но перемены, что ты тут добавишь? Вот этим запомнится вам апрель месяц. Кто или что появится в вашей жизни, в вашей судьбе неожиданно. Аркан умеренности. Мои дорогие, будьте внимательны. Видимо, есть смысл, вот у нас второй иллюминатов, как я сказала. Именно эта колода полна символами, смыслами. Тут даже цвета имеют значение. И те, кто смотрит мои видео давно, уже явно слышали многократно эту историю, но кто-то и впервые зашел на канал, поэтому наберитесь терпения, мои любимые подписчики, прослушайте еще раз. Я говорю о том историческом факте, который произошел много веков тому назад. Король франков династии Мировингов, звали его Хлодвиг, воевал с готами, и вышло так, что его войско, он сам был зажат между рекой Рейн и, с другой стороны, войска готов. Понятно, что ни вправо, ни влево, как будто не рыпнешься, правда? Но вот этот аркан почему называется умеренность? Иногда его трактуют, это ничего не меняется. Это аркан говорит о патовой ситуации. Как ни странно, да, есть значение, когда ничего не меняется. Но нам дается это время не случайно, ведь это старший аркан. Это не пустота. Это вот именно какое-то такое событие, которое заставляет нас поразмышлять. Холодной голове как будто призывает, к рационализму, к интеллекту, мои дорогие. Потому что вот тот Хлодвиг, он ведь тоже мог бегать вдоль берега и кричать: «Ой, что мне делать?» Рвать на голове волосы. Ну, я шучу, конечно, надеюсь, мой сленг вы понимаете. А он на то и был король. Он ходил вдоль Рейна и обдумывал, что я могу сделать, когда ничего сделать нельзя. Наблюдательный был король. Вот в этом смысл этой карты. Не случайная случайность, не случайная подсказка. Вы люди интуитивны, будьте внимательны к подсказкам вашей души и интуиции. Так и Хлодвиг. К примеру, у нас изображен ирис. Вот здесь конкретно пурпурный ирис. А Хлодвиг, прогуливаясь вдоль берега, заметил, что маленькие желтые цветы, болотный, дикий ирис, растет вдоль берега и уходит вглубь реки. И он знал, что эти цветы растут только на мелководье. Сумасшедшая идея, когда ничего не могу сделать, которая на уровне интуиции, а не переправиться ли мне с войском вброд, рискнуть. Риск огромный. Но других вариантов нет. И Хлодвиг так и сделал. Он ушел. И пока готы спали, проснулись, нет никого. Здравствуйте и до свидания называется. И с тех пор мы на сегодняшний день знаем, вот эта болотная лилия, желтый цветок, вошел как геральдика. Это геральдический символ, который используется в очень многих религиях мира, признанный всемирно. Мы называем его еще флёр-де-лис или знаем, да. Здесь нам художник изобразил в виде просто ириса. И читала, что вроде как на одном, я, правда, греческого не знаю, но это просто вот информация такая, почему изображена еще и радуга. На одном из древнегреческих наречий ирис слово именно как, сходное, как амоним, это тоже радуга, вот как будто так звучит и имеет значение. И пурпурный цвет этого ириса, а пурпурный это цвет небесного благословления. У вас какой-то подобный случай, какой-то Хлодвига. Поэтому будьте к этому готовы. Мы ведь спросили, кто или что появится неожиданно. Поэтому для кого-то из вас вот эта подсказка в виде исторического факта, откуда взялась эта карта, да, второй уходит в века, то есть в прошлое, да. Поэтому тут вот такая наполненность символики, и поэтому от вас где-то выдержка-то вот тоже, наверное, как тому Хлодвигу потребуется. Будьте готовы. Событие, которое изменит вашу жизнь, изменит ваши планы. Для кого-то из вас это может быть конфликт. Даже так. Не было бы счастья, но помогает именно... я не говорю, что это будет конфликт. Может быть, это уже что-то сложилось до этого времени. Но карта сразу дает совет не участвовать в этом конфликте. Вот, наверное, где-то это будет перекликаться. Я вижу взаимосвязь. И я говорила, да, по первой карте, что у вас сейчас свои приоритеты, у вас сейчас совершенно свои задачи. Как вот эти 6 жезлов пытаются достать героя, так и вас может кто-то доставать. А может, доставал предыдущий период.
И вот, видимо, вот этот побудительный мотив, когда я словно от чего-то устал, уже теперь не имеет значения. Как будто эта карта, кстати, именно в этой колоде ознаменует молодость, силу, энергию, оптимизм. Как будто наш воин, он молодой, он забирает все мечи, бросает вот эти кривые мечи, а двое там стоят, ну, видимо, жалуются друг другу. Вот, видимо, в вашей жизни, мои дорогие рыбы и рыбки, есть какой-то факт, когда с вами не согласны. Но вот вам как будто и не участвовать в конфликте, наоборот, выйти из него, но и не согласиться, может быть, за счет своей эмпатии. Или не начать участвовать в каком-то деле и потерять вот время. Вы на что-то можете окончательно решиться. От этого буквально зависит ваше благополучие, ваше счастье. И вот, может быть, и солнце тоже. Событие, которое изменит вашу жизнь. Может быть, для кого-то из вас это даже денежная тема. Когда я вынужден сохранять, а не тиражировать собственный доход на помощь кому-либо. Потому что у вас сейчас вот именно тот период, когда вам нужно тоже подумать о финансах, мы говорили, и наблюдать. Вот наблюдение, да, но не участие, это точно. Может быть, вы изберете совершенно новый метод, новую тактику, и вам это будет помогать, точно. А для кого-то из вас именно ваша личная жизнь. Ну, так, наверное, можно или нельзя говорить, я не знаю, у вас тут выпала и буквально карта семьи, но я могу предположить, что какие-то ваши предполагаемое участие кем-то могут вас даже пытаться вовлекать в те вопросы, которые связаны там с какими-то далекими родственниками или с какими-то, предположим, вашим участием, вашей помощью, может быть, в жизни каких-то людей. А карта нас концентрирует, опять же, на любви, на личной жизни, на месте вашего пребывания или вот каких-то ваших личных планах. Обратите внимание, для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, это может быть даже знакомство, я такое не исключаю. Причем с неожиданностями. Будьте-ка вы внимательны, да? Все вот то, что я говорила, неожиданное знакомство, новое знакомство, я тоже не исключаю. Причем вы можете прочувствовать этого человека, и он вас заинтересует, что он как-то думает по-другому. Вот эти ощущения души, когда двое даже закрыли глаза, словно они готовы обмениваться кубками, но они вот именно чувствуют друг друга. Вот это лебедь, да, вот этот как бы знак говорит нам о любви, об искренности, взаимопонимании, практически без слов. А опять же, как вот у кого-то может совпасть именно ситуация по личной жизни и неожиданное знакомство. В какой-то даже ситуации, которая вроде не располагает к этому знакомству, у кого-то проиграется. Потому что два символа небесного благословления. Здесь мы с вами говорили ирис, да, или вот эта лилия, да, но здесь именно пурпурный цвет. А здесь, мои дорогие, жезл Гермеса, посох Меркурия, или третье название кадуцей, взаимный энергообмен. Вот на уровне энергообмена какие-то отношения как будто благословляют высшие силы. Вот что-то такое может у вас проиграться. Будьте внимательны. Хотя я могу где-то допустить, что это вам придется, может быть, по части вашего творчества, работы, построения карьеры, тоже, но искать единомышленников. Или, может быть, так сложится ситуация, что для кого-то с учетом аркана колесница будет какой-то удачный момент провести важные переговоры, и это будет касаться вашей карьеры и перспектив. Тоже не исключаю, с переменами на будущее. А это у нас карта, что будет радовать. Деньги будут радовать. Ну, в принципе, оно понятно, мы об этом говорили. Какая-то новость, документ какой-то тоже для кого-то из вас может проиграться. Что будет радовать, в чем ваша сила? Не упустить шанс. Это карта возможностей и шанса. К чему приготовиться? Королева кубков. Это ваша карта. И в этой колоде карт. И неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчины или мои дорогие любимые девочки, все девочки, неважно, какой возраст. Вот обратите внимание, в этой колоде очень холодная карта. Я вот часто говорю, это карта ожидания, да, или когда мы в какой-то впадаем в альтруизм и забываем вообще о себе, или кого-то любим бескорыстно. А здесь нет, тут немножко по-другому, холодная карта. Уже какие-то итоги подведены.
Да, уже какие-то ошибки сделаны. Уже этих ошибок не хочется. Вот среди вот где-то такого холода, да, смотрит королева на нас. Однако смотрит она отчасти удивленно, как будто анализирует, стоит ли доверять или нет. Вот у вас такой вопрос может быть. Причем как и до конца апреля, так и с заходом на май. Пусть это будет касаться у кого-то личной жизни. Или вот какой-то неразберихи, да, которая теперь-то вот как раз и завершается. Но тут ведь от ваших действий, решений все будет зависеть. И вот этот теплый кубок, да, единственный такой теплый предмет, это не для всех предназначено. Прижимает королева кубок к груди. И как будто смотрит, наблюдает, а у вас карта наблюдателя, когда на самосохранение, да, вот она смотрит и делает выводы, стоит мне на что-то соглашаться или нет. Я так могу предположить, что какой-то выбор у вас еще будет продлен на май месяц. Или наблюдение, когда вы, может быть, отношения будут развиваться, но вы их как-то по-другому будете переоценивать. Доверяйте, мои дорогие, себе. И это карта интуиция. А интуиция, как известно, не забывайте, это тандем интеллекта и прежнего опыта. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за вашу помощь и поддержку моего творчества. Читайте мои публикации, ссылки на сайт оставлю в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.